Арчи был больше, чем просто пес. В его жилах текла порода высшего класса. За идеальной внешностью и сильными челюстями таилось нечто особенное, проницательный, почти человеческий разум и чутье, которое заводчики именуют прирожденным благородством. Для семьи Ветровых он стал не столько сторожем, сколько полноценным членом стаи, преданным защитником, чьей единственной целью была безопасность близких. Когда в доме появилась крошечная Маша, Арчи отнесся к этому на удивление спокойно. Ни ревности, ни лая на незнакомые запахи или ночной плач. Напротив, он будто понял, что его обязанностей прибавилось. Теперь в его мире существовало существо, нуждавшееся в высшей степени внимания. Пес мог часами лежать у детской кроватки, положив морду на лапы, и только по движению ушей догадывались, что он следит за каждым шорохом в коридоре. На прогулках он становился живым щитом. Елена, молодая мама, чувствовала себя в полной безопасности, когда рядом шагал этот мощный зверь с глазами, полными рассудительности и какого-то древнего покоя. Тот июньский день начался обычно. Город задыхался от ранней жары, и тенистые дорожки старого сквера у озера казались единственным убежищем. Воздух стоял густой, пропахший липой и раскаленным асфальтом. Маша безмятежно спала в легкой прогулочной коляске, укачанная ровным шорохом колес по гравию. Елена, не торопясь, шла вдоль берега, наслаждаясь тишиной и слабыми порывами прохлады от воды. Арчи, по обыкновению, бежал чуть впереди. Его не отвлекали ни пролетающие птицы, ни игры чужих собак на лужайке. Нос неустанно работал, перебирая тысячи запахов, а взгляд прочесывал пространство в поисках любой угрозы. Они добрались до самого дальнего уголка сквера, где старые ивы клонили ветви к воде. Там было особенно безлюдно и прохладно. Елена приостановилась у скамейки, чтобы поправить москитную сетку на коляске. Она не заметила, как с низкой ветви одной из ив, под которой они только что прошли, на мягкий капор коляски сползло что-то маленькое и темное. Арчи замер мгновенно. Его тело вмиг превратилось в комок напряженных мышц. Шерсть на загривке встала дыбом, делая его похожим на грозного хищника. Из горла вырвался низкий, дрожащий рык, от которого у Елены по спине побежали мурашки. Такого звука она от него еще не слышала. Это был не предупредительный лай, а сигнал смертельной опасности. «Арчи, ты чего?» «Тише, разбудишь Машу!» Шепотом прикрикнула Елена, еще не понимая, что творится. Но пес ее не слушал. Его взгляд прикипел к краю коляски. Там, медленно перебирая членистыми лапками, полз огромный черный скорпион. Скорее всего, он попал в город вместе с какой-нибудь экзотической партией фруктов или сбежал из террариума, но здесь, в мирном парке, он выглядел как воплощенный кошмар. Насекомое уже перебралось на внутреннюю часть обивки, и его изогнутый хвост с ядовитым жалом зловеще раскачивался всего в нескольких сантиметрах от голой ручки спящей девочки. Арчи понимал, медлить нельзя. Но он также понимал, что его челюсти — слишком грубое орудие для такой точной работы. Если он попытается цапнуть скорпиона зубами прямо в коляске, то может ненароком укусить ребенка или просто не успеть перехватить молниеносный удар жала. Инстинкт и разум подсказали ему единственно верное, хотя и жесткое решение. Пес резко рванул. Мощным толчком груди он ударил в бок легкой коляски. Елена вскрикнула от неожиданности и ужаса, увидев, как коляска опрокидывается на траву. Маша, крепко пристегнутая ремнями, проснулась и залилась испуганным плачем, оказавшись на боку. Коляска сработала как щит, при падении из нее вывалилось все лишнее. Скорпион вместе с тонким детским одеяльцем вылетел на землю. В тот же миг Арчи бросился в атаку. Он не просто кусал, он неистово рвал зубами ткань, вминая когтями незримого врага в землю. Его движения были точны и безжалостны. Елена, кинувшаяся поднимать коляску и ребенка, сначала подумала, что ее верный пес обезумел. Она видела только летящие клочья одеяла и оскаленные собачьи клыки. «Арчи, фу! Назад!» — кричала она, прижимая к груди плачущую дочь. Но когда пес наконец отступил, тяжело дыша и не сводя глаз с разорванной ткани, Елена замерла. Среди растерзанных лоскутков она разглядела раздавленное тело черного монстра.
Даже в предсмертных судорогах хвост скорпиона продолжал слепо жалить воздух, роняя капли прозрачного, смертоносного яда. Только тогда до нее дошло, что произошло на самом деле. Холодный пот прошиб ее, а ноги стали ватными. Если бы не этот резкий, поначалу пугающий маневр собаки, жизнь ее ребенка оборвалась бы здесь и сейчас, под сенью этих мирных ив. Прохожие, привлеченные криком и лаем, вызвали скорую и полицию. Когда приехал фельдшер, он в первую очередь осмотрел Машу. Девочка оказалась цела и невредима, не считая легкого испуга от падения. Затем врач подошел к месту, где Арчи расправился с непрошенным гостем. «Вы даже не представляете, как вам повезло», — сказал фельдшер, осторожно разглядывая останки насекомого. Это черный толстохвостый скорпион. Один из самых опасных видов. Его яд вызывает моментальный паралич дыхания, особенно у маленьких детей. Если бы он ужалил, мы бы просто не довезли малышку до больницы. Он повернулся к Арчи. Пес сидел рядом с Еленой, снова приняв свой обычный рассудительный вид. Он лишь изредка поглядывал на хозяйку, словно проверяя, унялась ли дрожь в ее руках. Фельдшер, взрослый мужчина, многое повидавший на своем веку, присел на корточки перед собакой и уважительно погладил ее по мощной шее. «Ты настоящий герой, парень. Ты ведь понимал, что делал». Елена, все еще не в силах сдержать слез, опустилась на колени прямо в траву рядом с Арчи. Она обхватила его голову руками и прижалась щекой к его жесткой шерсти. Маша уже успокоилась и тянула маленькие ручонки к ушам пса, пытаясь ухватить их. Арчи лишь терпеливо щурился, ощущая тепло своей семьи. Вечером того же дня дома устроили настоящий праздник. Андрей, муж Елены, услышав историю, долго не мог прийти в себя. Он купил Арчи самый большой и сочный стейк, какой только нашел, и лично приготовил его для пса. Арчи получил свою двойную порцию еды, но ел без суеты, с тем же спокойным достоинством, с каким делал все остальное. Однако для самого Арчи ни стейк, ни похвалы врачей не были главной наградой. Когда в доме погас свет, он, как и каждую ночь, совершил свой обход. Он заглянул в детскую, убедился, что в комнате нет чужих запахов, и Маша мирно спит в своей кроватке. Затем он прошел в спальню хозяев и, наконец, устроился на привычном месте у порога. Его долг был исполнен. Его стая находилась в безопасности. Его маленький человек дышал ровно и спокойно. Для ротвейлера по кличке Арчи это и было высшим счастьем. Он положил голову на лапы, прикрыл янтарные глаза, но чуткие уши продолжали ловить каждый звук ночного города, охраняя покой тех, кто доверил ему свою жизнь. Эта история быстро разнеслась по району, став местной легендой о том, что собачья преданность не знает границ, а ее инстинкты порой оказываются мудрее любого человеческого расчета. И каждый раз, когда Елена выходила на прогулку с коляской, люди провожали их уважительными взглядами, зная, что рядом с этой малышкой идет самый надежный телохранитель в мире. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!